Приветствую, друзья! Давно я не готовил ничего из аргентинской кухни. Вот, и сейчас я иду домой, и мы с вами приготовим замечательный альфахорос де майсена, или как можно перевести, альфахорос из кукурузного крахмала. Ну что, пойдемте. Итак, друзья, мы сейчас с вами берем масло сливочное, сахарную пудру, и все это мы замешиваем вручную. Ну, можно использовать миксер. Видел, как наши хозяйки растапливали масло. Ни в коем случае масло не растапливайте, так как в растопленное масло требуется больше муки. И, соответственно, получается альфахорос более твердый. Мы же хотим, чтобы у нас альфахорос таяли во рту. Как только стало масло белым, мы добавляем 4 желтка. Но не все сразу добавляем, а по одному желтку. Сначала один желток добавили, размешали все до однородного состояния, второй и так далее. После того, как мы все это сделали в единую массу, мы кладем эссенцию ванильную, пол чайной ложки рома. Если у вас рома нету, можно положить замечательный коньяк или вино сладкое, вино дульсе. И в конце все это мы перемешиваем до однородного состояния, чтобы получилось единое однородное состояние. Кстати, немного интересных фактов. В 1950 году альфахоры начали завоевывать мир. Почему? Да потому что альфахоры начали продать в аргентинском туристическом городке Мар-дель-Плата. Туристы покупали там эти замечательные печенья, оборачивали фольгу и забирали их домой, тем самым распространяя любовь к печенью в своих родных городах. Я кладу в масляную смесь ром и кладу немного ванильной эссенции. Перемешиваем. На втором этапе мы делаем замечательную крахмальную смесь. Мы берем крахмал, смешиваем с мукой и кладем туда же разрыхлитель. Все это мы просеиваем и уже в конце концов соединяем масляную смесь с крахмальной. Для Аргентины мука 4.0, для России мука высший сорт. Кладем вторую часть крахмальной смеси и после этого уже берем и замешиваем вручную. Но сильно замешивать ни в коем случае не надо. Нам нужно только объединить сухие ингредиенты с маслом до однородного состояния. После того, как мы все это соединим, мы отправим все это в холодильник на полчаса, для того, чтобы масса стала чуть потверже. Вот такое замечательное тесто получилось, очень мягкое, напоминает чем-то пластилин. И оборачиваем в пленку и отправляем в холодильник. Примерно на 30 минут. Подпыливаем стол мукой и начинаем раскатывать замечательное наше тесто. Будущее альфахороса. Нарезаем
диаметр примерно 5 сантиметров. Может, конечно, больше, но рекомендую все-таки 5 сантиметров. И толщиной 3-5 миллиметров. Сильно большие не рекомендую. А 5 сантиметров, 5-6 сантиметров самые оптимальные для этих альфа-хорус. И отправляем альфа-хорусы предварительно разогретую духовку до 175 градусов. После того, как альфа-хорусы остыли, берем дульсе де лечи или вареную сгущенку и вот таким образом делаем начинку. Кстати говоря, рекомендую все-таки взять белую сгущенку, обычную, классическую, в железной банке и сварить. Тем самым чуть подольше поварить, чтобы сгущенка была густая. В Аргентине дульсе де лечи есть два типа. Один классический, она жидкая, и репостеро, то есть она используется в кондитерских изделиях. Она более густая и более удобная для начинки. Посмотрите, какие аппетитные получились альфа-хорус аргентинус. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забываем нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. Спасибо за внимание, пока.